Друзья мои, устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы открываем настоящее историческое расследование особой важности. Друзья мои, мы с вами уже выяснили, как Ярослав, прозванный впоследствии Мудрым, ловко разобрался с конкурентами за киевский престол, женился на шведской принцессе Ингигерде с ее железным характером и сел править в Киеве. Казалось бы, жили они долго и счастливо, нарожали кучу детей. Занавес? Как бы не так. Настоящая партия только начиналась, потому что дети и внуки этой пары разлетелись по Европе так стремительно, будто Ярослав с Ингигердой открыли средневековое брачное агентство с глобальным охватом. И вот сегодня мы идем по горячим следам этой крови, куда она утекла сквозь века. И я уже слышу голоса скептиков в комментариях. Ой, началось. Прошла 1000 лет, 30 поколений. Там от той крови осталась одна молекула на бочку воды. Зачем вообще об этом говорить? А вот и нет, друзья мои, в истории работает закон бабочки. Один взмах ее крыла на Днепровских холмах в XI веке, и через тысячелетия на другом конце планеты начинается буря. Не случись тогда одного конкретного киевского брака, не подпиши, князь, один брачный контракт, и мировая история посыпалась бы, как карточный домик. Десятки ключевых людей просто никогда бы не появились на свет, границы перечерчивались бы заново, а в креслах правителей сидели бы совсем другие персонажи. В нашем расследовании будет 3 невероятных финала. Мы доберемся и до залитых солнцем яхт княжества Монако, и до альпийских сейфов Лихтенштейна. Но начнем мы с самого неожиданного, мощного и почти детективного маршрута. Пристегните ремни. Сегодня мы проследим, как гены Ярослава Мудрого переплыли океан и оказались прямо в овальном кабинете Белого дома. Начнем разматывать этот клубок с самого первого звена. Итак, напомним нашу диспозицию. Ярослав берет в жены шведскую принцессу Ингигерд. Историю ее бурной юности мы с вами уже вспоминали. Кто пропустил эту драму с разбитыми сердцами, обязательно загляните в предыдущие ролики. Страстей там хватало, правда, кипели они вовсе не вокруг Ярослава. Казалось бы, на Киевском престоле заключился абсолютно сухой, прагматичный политический расчет. Но, вопреки всем законам жанра, этот союз стал одним из самых крепких, гармоничных и надежных в европейском средневековье. Ингигерд, которая приняла на Руси имя Ирина, категорически не собиралась быть затворницей в душном тереме и тихо прясть пряжу у окна. Настоящая дочь викингов с острым умом и дипломатическим даром, она заседала на советах, вела сложнейшие переговоры, разруливала семейные распри и была для князя полноценным соправителем. Они прожили рука об руку больше 3 десятков лет. Для беспощадного XI века срок почти фантастический. И финал их земного пути оказался под стать всей этой грандиозной саге. Ингигерда ушла первой в феврале 1050 года, едва разменяв 50 лет. Точный диагноз средневековой летописи, конечно, не ставили, но причина понятна без слов. Организм средневековой принцессы просто выработал свой ресурс. 9 тяжелых родов почти подряд, бесконечные походы, нервное напряжение великокняжеского двора и средневековая гигиена. В те времена дожить до 50 для матери большого семейства уже считалось настоящим подвигом. По традиции, перед кончиной она приняла монашеский постриг под именем Анна, тихо закрыв за собой дверь в мирскую суету. А вот Ярослав после ее ухода остался доживать свой век в одиночестве и установил абсолютный рекорд эпохи. Князь скончался в феврале 1054 года в возрасте около 76 лет, чтобы оценить масштаб этой цифры. В XI веке, когда средний мужчина сгорал от инфекций, боевых ран или чехотки к 35 годам, 76-летний старец на троне выглядел в глазах современников настоящим библейским патриархом. По нашим сегодняшним меркам это крепкий столетний дедушка, повидавший вообще все. Причем Ярослав вовсе не был пышущим здоровьем богатырем. Антропологические исследования его останков показали то, о чем летописи стыдливо умалчивали. Князь страдал врожденным вывихом тазобедренного сустава, тяжело хромал на правую ногу, перенес ранение в колено и в последнее десятилетие мучился от адского артрита, передвигаясь с явной болью. И вот этот хромой, израненный годами и войнами правитель пережил всех своих грозных врагов, братьев-соперников и даже некоторых собственных взрослых сыновей. Он умер в своей загородной резиденции в Вышгороде, буквально на руках любимого сына Всеволода.
Ярослава перевезли в Киев и с великими почестями похоронили в Софийском соборе в роскошном саркофаге из белого мрамора, рядом с его верной Ингигердой. Ярослав и Ингигерда ушли в вечность, оставив после себя сильное государство, общий мраморный саркофаг в Софии Киевской и детей, чьи судьбы уже вовсю перекраивали карту тогдашнего мира. Ведь еще при жизни великий князь заслужил свой знаменитый негласный титул тестя Европы. Пока сыновья садились на княжеские столы внутри Руси, дочерей Ярослав с богатейшим приданным отправлял к европейским дворам первой величины. Анастасия уехала править в Венгрию, Елизавета надела корону Норвегии. Но одна генеалогическая ветка понесла этот киевский код сквозь века по совершенно невероятной траектории. И по чьим же следам мы отправимся в нашей детективной погоне? Разумеется, по ее. Вслед за самой яркой, образованной и знаменитой дочерью Ярослава Мудрого – Анной. Весной 1051 года огромный киевский караван с сундуками, мехами и богатейшим приданным преодолевает тысячи верст через пол Европы и въезжает в Париж. Французский король Генрих I из дома Капетингов встречает невесту с замиранием сердца. Церковь в те годы буквально терроризировала монархов запретами на браки даже с семиюродными кузинами. И найти знатную принцессу без капли родственной крови во Франции было почти невозможно. А тут статная, образованная красавица из далекого сказочного Киева, которая привезла с собой культуру, грамоту и совершенно чистую для капетингов генетическую линию. Дальше была пышная коронация в древнем Реймском соборе, таинственное Реймское Евангелие, на котором Анна принесла присягу, и рождение наследников. Да, мы с вами прекрасно помним, как лихо закрутился ее сюжет дальше. Смерть короля, вдовство и та самая головокружительная скандальная любовь с графом Раулем де Крепи, ради которой Анна плюнула на придворный протокол и гнев папы Римского. Но всю эту шекспировскую лирику мы сегодня оставляем за скобками. Для нашего детективного расследования важна сухая, железобетонная династическая правда. В браке Анны и короля Генриха на свет появилось 4 детей, 3 сыновей и дочь Эмма. Мальчиков нарекли Филиппом, Робертом и Гуго. И уже здесь Анна совершила тихую культурную революцию. Она привезла из Киева имя Филипп, совершенно чуждое тогдашней франкской традиции. Вот так, благодаря княжне, это имя навсегда вошло в обиход капетингов и стало одним из главных монарших имен Франции. Судьба среднего брата Роберта оборвалась слишком рано, мальчик угас еще в детстве. Старший же сын зашел на престол как Филипп I, закрепив прямую королевскую линию. Любопытно, что какую бы ветвь мы ни выбрали, царственного первенца Филиппа или младшего брата Гуга, генеалогические тропы сквозь поколения все равно неизбежно сойдутся в одних и тех же ключевых династических узлах. Но если выбирать дорогу самую кинематографичную, то наш выбор очевиден. Мы пойдем по линии младшего сына Гуго, вошедший в историю под звучным прозвищем Гуго Великий, граф Вермандуа. Когда Гуго подрос и вступил в пору зрелости, перед ним открылись блестящие перспективы. Как младший сын французскую корону он унаследовать не мог, но с лихвой взял свое на брачном поприще, заключив один из самых выгодных союзов своего времени. Его избранницей стала Адель де Вермандуа, юная наследница богатых северных графств. Но куда важнее земель было ее происхождение. Адель являлась прямым потомком Карла Великого. Этот брак стал настоящим династическим триумфом. В будущих детях Гуго и Адель соединились 3 великие линии – кровь киевских Рюриковичей от Анны, французская корона капетингов и древнее имперское величие каролингов. Союз оказался на редкость плодовитым. В семье родилось 9 детей, 4 сына и 5 дочерей. Не будем перегружать историю именами всех сыновей и принцесс, ведь для нашего расследования имеет значение только один ребенок. Примерно в 1085 году у супругов родилась дочь, которую назвали Елизаветой. В западных хрониках ее чаще называют Изабеллой. Именно этой девочке, внучке Анны Ярославны, суждено было круто изменить судьбу средневековой Англии и стать прародительницей доброй половины британской аристократии. Друзья мои, жизнь нашей Изабеллы де Вермандуа
Это такой средневековый сериал со страстями и скандалами, что современные сценаристы просто нервно курят в сторонке. Мы обязательно посвятим ей отдельный подробный выпуск. Но сегодня давайте без лишнего пафоса по-свойски посплетничаем. Глядя на ее судьбу, сразу понимаешь, девочка пошла в бабушку, в Анну Ярославну. Покой этой семье даже не снился. Только оцените расклад. Девочке едва стукнуло 11-12 лет. В куклы бы еще играть, а ей уже спешно собирают дорожные сундуки и отправляют через Ла-Манш в чужую Англию выходить замуж. И ладно бы отдали за какого-нибудь безусого ровесника. Так нет же, женихом стал солидный господин Роберт де Бомон, один из богатейших нормандских баронов, соратник Вильгельма Завоевателя и будущий граф Лестер. Разница в возрасте, конечно, потрясает. Невесте едва исполнилось 11, 12 максимум, а вот жениху подполтинник. Для тех времен глубочайший дедушка. Но в высшей лиге все решает выгода. Старый граф получил в жены кровь Рюриковичей, Капетингов и императора Карла, а юная Изабелла стала первой леди в роскошных замках, завоеванной нормандцами Британии. Повзрослев, графиня честно принялась отрабатывать династический долг. От этого почтенного старца она умудрилась родить 8 детей. Перечислять их всех по именам сейчас не будем, оставим интригу на будущее. Казалось бы, все, жизнь расписана по нотам до заката. Примерная мать семейства, добропорядочная Матрона при увядающем супруге, чинные молитвы и статусное спокойствие. Но как бы не так. К 30 годам Изабелла расцвела, уверенная в себе красавица в самом соку. А дома законный муж, которому перевалило далеко за 70. Какая уж тут романтика. К старому графу она могла питать разве что родственное уважение, как к дедушке. Но сердце-то все это время молчало. И тут на английской сцене появляется он, Уильям де Варен, второй граф Суррей, молодой, высокий, баснословно богатый и невероятно дерзкий красавец. И стоило им только встретиться взглядами, как все перевернулось. В груди у 30-летней графини наконец-то забилось сердце, бешено, где-то у горла. И у графа Суррея перехватило дыхание точно так же. Вспыхнула та самая настоящая, сносящая голову страсть, которой Изабелла была лишена всю свою замужнюю жизнь. Граф Суррей оказался мужчиной решительным и тянуть резину не стал. Он пошел проверенным, так сказать, фамильным, бабушкиным методом. Помните, как в свое время пылкий граф Рауль де Крепи средь бела дня умыкнул овдовевшую Анну Ярославну. Вот и Уильям решил не изобретать велосипед. Он просто взял и выкрал замужнюю Изабеллу прямо из-под носа у престарелого мужа. Причем прекрасная беглянка, судя по всему, неслась навстречу этому похитителю на всех парусах. Для почтенного Роберта де Бомона такой публичный конфуз стал сокрушительным ударом. Хронисты деликатно записали, что граф слег и скончался от сердечной раны и унижения. Хотя, положа руку на сердце, дедушке в его почтенные годы уже и без всяких драм давно пора было на покой. А что же наша безутешная беглянка? Думаете, надела траур, заперлась замаливать грехи? Ничуть не бывало. Изабелла даже не подумала выдерживать приличие. Смахнула невидимую слезу и в том же 1118 году с чистой совестью пошла под венец со своим пылким похитителем. Вообще, когда начинаешь считать детей у средневековых дам, мороз по коже продирает. Казалось бы, женщина только-только отстрелялась, родила 8 дедушке, вырвалась на свободу к молодому возлюбленному. Думаете, села отдыхать и пить вино в саду? Как бы не так. Любовь любовью, а династический конвейер в XII веке никто же не отменял. И наша неутомимая Изабелла принялась рожать второму мужу с не меньшим энтузиазмом. От графа Суррея она родила еще 5 детей, 3 сыновей и 2 дочерей. Вы только представьте эту богатырскую женскую силу в общей сложности 13 родов в эпоху, когда даже порез пальца мог закончиться фатально. Тут не просто памятник при жизни ставить надо, это просто какой-то абсолютный рекорд стойкости.
И знаете, что самое приятное в этой истории? Брак по безумной страсти оказался на редкость крепким и счастливым. Никаких тебе новых измен и интриг. Они прожили душа в душу около 13 лет в полнейшем согласии, управляя огромными поместьями и приумножая богатство. Изабелла ушла из жизни первой около 1131 года, окруженная любовью и почетом, а безутешный Уильям пережил свою прекрасную графиню всего на несколько лет и скончался в 1138 году. Тот редкий случай для Средневековья, когда дерзкий побег и семейный скандал обернулись настоящим человеческим счастьем до гробовой доски. Итак, личную лав-стори мы с вами красиво зафиналили, а теперь к главному. Из всей великолепной пятерки детей от этого счастливого союза для мировой истории и нашей генеалогической цепочки критически важен всего один ребенок. Нас интересует одна конкретная девочка, которую назвали Ада де Варен. Появилась она на свет около 1120 года. Вот она, наша главная героиня, правнучка Анны Ярославны, и то самое следующее связующее звено во всей нашей грандиозной детективной цепочке. И куда же, как вы думаете, пристроили эту юную леди? А замуж ее сосватали с поистине королевским размахом, прямиком на север, за шотландского принца Генриха, единственного сына и наследника короля Шотландии Давида Святого. Вы только оцените эту безумную средневековую логистику. Из Киева через Париж и Лондон прямиком в суровые вересковые пустоши Шотландии. В этом браке Ада честно держала высокую семейную планку. Она родила 6 детей и заработала в летописях громкий титул матери шотландских королей. 2 ее старших сыновей действительно надели корону Шотландии, сначала Малькольм, а затем знаменитый Вильгельм Лев. Но опять-таки, друзья мои, не пугайтесь, мы сейчас не будем перечислять всех 6 детей, поверьте. Ко всем этим персонажам мы когда-нибудь обязательно вернемся с отдельными полными историями. Там будут такие страсти и интриги, что Шекспир просто отдыхает. Сейчас во всей этой венценосной кампании нас интересует только, конечно же, один конкретный ребенок. И это 3-й сын, принц Давид. И вот какая занятная история получается с нашим принцем Давидом. Но прежде чем мы шагнем дальше, давайте сделаем маленькую, но очень важную ремарку на полях. Я знаю, что у некоторых зрителей уже наверняка возник вопрос. Постойте, а почему это в истории опять одни дочки, матери и внучки? Разве можно вести королевский род по женской линии? Мы регулярно встречаем в комментариях глубоких экспертов, которые с каменным лицом заявляют: женская линия не считается, это все ерунда. Особенно забавно, когда с пылом это доказывают сами женщины. Хочется сразу мягко намекнуть: дорогие мои, если следовать вашей логике, то можете прямо сейчас вычеркнуть из памяти собственных мам и бабушек, а заодно смиритесь с тем, что своим будущим внукам вы вроде как никто, ну и звать вас, конечно же, никак. Биология и средневековое право работают совсем по другим законам. В Европе именно через дочерей передавались богатейшие графства, короны и права на престолы. А к чему я все это говорю именно сейчас? Да ровно к тому, что у нашего благородного принца Давида с сыновьями как раз-таки ничего и не вышло. Мальчики угасали, не оставив потомства. И весь гигантский династический багаж, включая права на шотландскую корону, в очередной раз лег на хрупкие женские плечи, на его дочерей. Из всех дочерей принца Давида для нашей истории критически важна 2-я дочь – Изабель, которая родилась около 1199 года. И за кого же выдают замуж юную наследницу? А ее избранником стал нормандский рыцарь Роберт де Брюс, 4-й лорд Анандейла. До этого судьбоносного союза клан Брюсов был просто крепким, богатым баронским родом на границе Англии и Шотландии. Владели землями, замками, звезд с неба не хватали. Но, взяв в жены внучку шотландского короля и прапраправнучку нашей Анны Ярославны, лорд Брюс сорвал главный джекпот средневековой генеалогической лотереи. У Роберта и нашей Изабель родилось 3 детей, 2 сына и дочь.
Из них нас интересует исключительно старший сын Роберт Брюс V, который родился около 1215 года и вошел в историю под говорящим прозвищем «Претендент». А почему именно он? А потому что этот Роберт вырос с абсолютной уверенностью в своем королевском величии. Когда в Шотландии внезапно оборвалась прямая мужская династия, он первым пришел в парламент, топнул ногой и заявил: «Корона Шотландии принадлежит мне, потому что моя мама – внучка короля и праправнучка Анны Ярославны». Именно он начал знаменитую великую тяжбу за трон против английского короля Эдуарда Длинноногого. Корону ему тогда из-за интриг не отдали, но обиду и претензию на трон он передал сыну и внуку, как главную семейную реликвию. Наш Роберт де Брюс, претендент, женился под стать своему положению на знатной богачке Изабелле де Клер, добавив к семейным активам еще больше английских земель и влиятельной родни. И в этом браке у них рождается сын. Как думаете, какое имя дали наследнику? С фантазией в этом семействе, как вы уже догадались, было совсем туго. Поэтому мальчика назвали, конечно же, снова Робертом. И вот мимо истории этого Роберта-младшего я просто не могу пройти мимо. Давайте вкратце по ней пробежимся, потому что там разыгрывался такой средневековый любовный боевик, что авторы современных романов просто невероятно кусают локти. Представьте картину маслом. Молодой, красивый рыцарь Роберт де Брюс скачет по шотландским холмам, охотится, любуется туманами, никого не трогает. И тут на его беду, или на его великое счастье, на горизонте появляется местная правительница Марджори, графиня Каррик. Девушка молодая, баснословно богатая, своенравная и только-только овдовевшая. Вся округа принадлежит ей, за ней целые кланы горцев и неприступный замок на скале у самого моря. Марджори посмотрела на проезжающего мимо красавца Роберта, и все. В глазах потемнело, буря, безумие. Но средневековые шотландские леди – это вам не кисейные барышни, чтобы вздыхать у окошка и ждать, пока кавалер соизволит подарить цветочек. У Марджори разговор был коротким. Она свистнула своим дюжим дружинникам. Те окружили опешившего рыцаря, аккуратно сняли с коня и под белые рученьки поволокли прямо в ее родовое гнездо. Привезли, заперли кованые ворота на все засовы и выставили охрану. Дальше графиня заходит в покой и ставит ошарашенному пленнику простой ультиматум. Значит так, дорогой, живым и свободным ты отсюда выйдешь только одним способом – моим законным мужем. 2 недели Роберт честно изображал гордого пленника в осаде, а потом трезво оценил расклад. Графиня – красавица с характером. Замок шикарный. Графство Каррик прилагается, богатства несметные, чего, собственно, я ломаюсь. И с чистой совестью пошел с похитительницей под венец. Семейная традиция Анны Ярославны вышла на принципиально новый уровень. Если в прошлых поколениях мужчин хлебом не корми, дай украсть женщину, то здесь шотландская невеста просто взяла инициативу в свои руки и сама украла себе мужа. И вот в этом браке у похищенного рыцаря и предприимчивой графини на свет появился первенец. Назвали его, разумеется, снова Робертом. Да-да, друзья мои, это именно тот самый Роберт Брюс, которого все прекрасно знаете по культовому фильму «Храброе сердце». Правда, в кино его показали этаким сомневающимся юношей. В реальности этот парень обладал железобетонным характером своих предков. Он без долгих сантиментов устранил конкурентов, на голову разбил англичан, выбил для страны независимость и надел на себя корону, войдя в историю как король Шотландии Роберт I. Разумеется, новоиспеченному королю нужно было срочно позаботиться о наследниках. Первым браком новоиспеченный король Роберт женился на знатной шотландке Изабелле. И в этом союзе на свет появляется, угадайте, кто? Конечно же, снова девочка. Предвижу, как в этот момент некоторые комментаторы тяжело вздыхают. Ну вот, опять женская линия. Опять не считается. Но именно эта девочка для нашей истории и стала главным джекпотом. Назвали принцессу Марджори Брюс.
Друзья мои, подробную драму о том, как именно Стюарты пробились на шотландский трон, мы с вами уже подробно разбирали на канале. У нас этому посвящен отдельный большой выпуск. Там во всех красках фигурирует и сама прекрасная Марджори, и ее благородный муж, верховный стюарт Шотландии Уолтер Стюарт. Поэтому не будем заново пересказывать весь остросюжетный детектив. Напомню лишь суть. Наша Марджори, та самая заветная дочка, на которой сошлись все нити, вышла замуж за верховного стюарта Шотландии Уолтера Стюарта. Их семейное счастье продлилось совсем недолго и оборвалось страшной трагедией. Будучи на сносях, юная принцесса ехала верхом, лошадь оступилась, и Марджори получила смертельные травмы. Спасти мать врачи уже не могли, но совершили настоящее чудо. Младенца успели извлечь живым прямо на месте катастрофы. Этого единственного мальчика по доброй семейной традиции назвали, разумеется, Робертом. И вот именно этот чудом выживший сирота, прямой потомок нашей Анны Ярославны, вырос и взошел на трон как Роберт II, став самым первым королем из династии Стюартов. И тут мы снова передаем пламенный привет всем экспертам по неправильным женским линиям. Поглядите-ка, суровые шотландские лорды спорить с генетикой не стали и с превеликим удовольствием посадили на трон короля, чьи законные права держались исключительно на маме. Вот так кровь киевской княжны Анны Ярославны сквозь века, побеги, похищения и роковых женщин официально надела шотландскую корону и основала великий королевский дом Стюартов. И вот, наш новоиспеченный король Роберт II уселся на шотландский трон. Казалось бы, живи и радуйся. Но в личной жизни у первого Стюарта творился такой невообразимый хаос, что шотландские юристы и священники десятилетиями пили успокоительные отвары. Во-первых, Роберт II оказался мужчиной феноменальной любвеобильности. За всю свою жизнь он настрогал по разным оценкам больше 20 детей, как законных, так и от многочисленных фавориток. Шотландские замки буквально трещали по швам от подрастающих принцев и принцесс. Во-вторых, его первый брак с дворянкой Элизабет Мур стал причиной грандиозного скандала. Влюбленные сначала нарожали кучу ребятишек, а потом вдруг вспомнили: ой, а мы ж близкие родственники, и церковь наш брак не благословляла. Пришлось срочно отправлять гонцов в Рим и вымаливать у папы специальное разрешение, чтобы задним числом узаконить всех своих наследников. В Шотландии из-за этого еще пару веков спорили, кто из детей законный, а кто не совсем. Но нас этот полускандальный брак совершенно не интересует. Мы пойдем туда, где все было оформлено чин по чину со всеми церковными печатями и королевскими благословениями. А вдовев, Роберт II женился во второй раз на знатной и сказочно богатой аристократке, вдовствующей графине Ефимии де Росс. И вот в этом абсолютно законном образцово-показательном браке на свет появляется та самая девочка, ради которой мы здесь и собрались. Шотландская принцесса Кэтрин, Екатерина Стюарт. Коронованный батюшка долго не раздумывал и пристроил дочку с максимальной пользой для трона, выдав ее замуж за свирепого шотландского рыцаря сэра Дэвида Линдси. Казалось бы, суровые шотландские кланы, турниры, неприступные замки и вересковые пустоши. Каким вообще боком отсюда можно добраться в Америку и в Белый дом? А вот тут, друзья мои, и начинается самое невероятное путешествие генов Анны Ярославны через океан. У принцессы Кэтрин и ее воинственного графа Линдси родилось целое потомство. Но среди всех наследников нас с вами, о боги, держитесь крепче, снова интересует девочка. Назвали малышку Марджори Линдси. И партию для нее подобрали под стать королевской крови. Ее выдали замуж за сэра Уильяма Дугласа из Лох-Левена. А клан Дугласов в средневековой Шотландии – это вообще отдельная песня. Могущественные, свирепые, сказочно богатые горцы, которые держали в страхе половину королевства и перед которыми трепетали даже монархи. Да-да, тот самый суровый род, чему замку Лох-Левен на острове посреди холодного озера еще предстоит сыграть роковую роль в судьбе Марии Стюарт, нашей Маши, помните?
Друзья мои, я обещаю, что не стану плавить вам мозг бесконечным перечислением средневековых брачных контрактов, потому что на этом отрезке средневековый сериал взял небольшую паузу на рутину. Никаких эффектных похищений, никаких побегов из башен, никаких драк, в общем, тут не случалось. Шла обычная феодальная работа, люди сходились, копили земли, делили овец и передавали правильные гены дальше. Для самых дотошных любителей все перепроверить в архивах коротко зафиксирован маршрут. У нашей Марджори Линдси и сэра Уильяма Дугласа родился сын Генри Дуглас. Он без лишней драмы женился на знатной шотландке Элизабет Эрскин. Дальше их дети и внуки методично выдавали дочерей замуж, продвигаясь все ближе к границе Англии. Если захотите проверить каждый шаг, открывайте шотландские родословные книги, там все задокументировано до последнего пенни. Но мы с вами перематываем эту скучную бухгалтерскую рутину и делаем остановку там, где снова начинается первокласснейшее шоу. Итак, в 1530-х годах прапраправнучка тех самых шотландских Дугласов, знатная английская наследница Энн Телбейс, выходит замуж за влиятельного рыцаря по имени сэр Эдвард Димок. И вот в этот английский род Димоков вместе с невестой официально перетекает кровь шотландских королей, ну и Анны Ярославны, само собой. А род Димоков был не просто богатым, они владели уникальной, самой зрелищной и пафосной должностью во всей Англии. Называлось это «чемпионы короны». Представьте себе профессию мечты. Вы выходите на работу ровно один раз в 20-30 лет. Ваш рабочий день длится от силы 15 минут, а платят вам за это кубками из чистейшего золота и вечным уважением всей страны. Именно так в Англии выглядела официальная должность королевского чемпиона. Зачем вообще это было нужно? В Средневековье не было верховных судов, конституций и избирательных комиссий. Когда на трон садился новый монарх, всегда находились недовольные кузены, бароны или соседние короли, которые могли заявить: «А корона-то ваша фальшивая, права-то у вас липовые, трон наш». Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, средневековое право придумало железобетонный аргумент – Божий суд, судебный поединок. Логика была простой. Господь никогда не допустит победы того, кто не прав. Если в честном смертном бою побеждает королевский боец, значит, сам Бог признал монарха законным, и любые споры объявляются грехом и изменой. Но сам король драться на дуэлях после помазания не мог. Не царское это дело рисковать шеей на банкете. Для этого монарху требовался официальный представитель, который будет защищать честь короны оружием. Как же это происходило в реальности? Каждая коронация заканчивалась грандиозным пиром в Вестминстерском зале в Лондоне. Вся английская знать сидит за столами, ест жареных фазанов, пьет эль и поздравляет нового правителя. И тут, в разгар трапезы, распахиваются дубовые двери, раздаются оглушительные звуки труб, и прямо в зал между накрытыми столами въезжает тяжело вооруженный конь, на котором сидит великан в сияющих с головы до ног стальных латах. Это тот самый чемпион. Сценарий его работы выглядел так. Бросок перчатки. Герольд выкрикивает на весь зал официальный манифест. Если кто-либо посмеет отрицать, что наш государь является законным королем Англии, вот его чемпион, готовый доказать это в смертельном бою. После этих слов чемпион снимает с руки тяжелую железную рыцарскую латную рукавицу и с грохотом швыряет ее на каменный пол. По правилам нужно было подождать. Если кто-то не согласен с законностью короля, он обязан выйти из-за стола, поднять перчатку с пола и драться на мечах насмерть, прямо здесь. Разумеется, среди сытых лордов-дураков лезть под меч двухметрового профессионального бойца в латах никогда не находилось. Зал почтительно молчал. Этот трюк повторяли трижды, продвигаясь к королевскому трону. Раз перчатку никто не поднял, законность короля признана абсолютной
и божественной. Довольный монарх поднимается с трона, наливает до краев большой кубок из чистого золота отборным вином, отпивает глоток за здоровье своего защитника и протягивает кубок рыцарю. Чемпион выпивает вино за здоровье государя, кланяется и аккуратно заставляет коня пятиться задом к выходу. А драгоценный золотой кубок чемпион забирает себе домой в качестве честно заработанной зарплаты. Почему это было у семьи Димок? А эта должность не назначалась за взятки, она была наследственной и привязана к их родовому поместью Скривелсби. Владеешь поместьем, изволь на каждой коронации седлать коня, надевать дедовские доспехи и забирать свой золотой кубок. И вот именно в эту семью профессиональных защитников короны выходит замуж прямая в общем, сбиться со счета можно от этих правнучка нашей Анны Ярославны. Напомню, звали эту знатную английскую невесту Энн Телбойс. А ее законным супругом стал тот самый действующий чемпион короны, сэр Эдвард Димок. Тот самый статный рыцарь, который в 1559 году в сияющих доспехах въезжал на белом коне в Вестминстерский зал, швырял железную перчатку и пил вино из золотого кубка на коронации великой королевы Елизаветы I Тюдор. И в этом блестящем тюдоровском браке отважного рыцаря и наследницы королевских генов на свет появляется барабанная дробь. Конечно же, снова дочка. Назвали малышку Фрэнсис Димок. Девочка выросла среди придворного блеска, и партию для нее подобрали идеальную. Фрэнсис выдали замуж за сэра Томаса Уиндебанка, личного секретаря и хранителя малой печати королевы Елизаветы I. Того самого человека, который знал наперечет все государственные тайны Англии, читал перехваченные шпионские шифровки и скреплял королевской печатью тайные приказы. И вот у нашего всезнающего королевского секретаря Томаса и прекрасной Фрэнсис в 1584 году рождается, конечно же, угадайте с одного раза, опять девочка. Малышку назвали Милдред. Имя Милдред советую сразу взять на заметку. Оно станет нашим главным паролем на пути в Америку. Подросшую Милдред в 1600 году выдает замуж за богатого английского дворянина сквайра Роберта Рида. И вот в этом благочестивом союзе в 1608 году на свет появляется мальчик, которого назвали Джордж Рид. Казалось бы, мальчик родился в достатке с идеальной родословной, в жилах течет кровь французских и шотландских монархов. Но тут в игру вступил суровый английский закон – майорат. Все фамильное богатство, земли, поместья по этому закону забирал старший брат, а Джордж оказался младшим сыном. В Англии ему светило разве что скромное существование в тени богатой родни. Но парень оказался с характером своих венценосных предков. Сидеть на сундуках старшего брата? Уж нет. Тем более, что на дворе стояло время грандиозных возможностей. Вся Англия буквально бредила новым светом. Началось все это еще при Елизавете I. Англичане начали за собой активно закреплять земли на американском континенте. И свою самую первую колонию они назвали Вирджинией в честь незамужней Елизаветы, которая вошла в историю как королева-девственница. А для младших сыновей английской знати, которые остались без родовых замков, это был настоящий клондайк. В Вирджинию плыли за богатством, за бескрайними табачными плантациями, за славой и возможностью с нуля построить собственное маленькое королевство. И наш 29-летний Джордж Рид решает не отставать от духа времени. В 1637 году он пакует сундуки, поднимается на борт и отправляется через штормящую Атлантику прямиком в Вирджинию покорять неизведанный континент. Оказавшись в новом свете, наш благородный эмигрант Джордж Рид вовсе не собирался махать топором в глухой чаще, с его-то воспитанием, связями и королевской родословной. Он быстро стал правой рукой губернатора, занял пост секретаря колонии Вирджиния, а главное, провернул блестящую партию на местном брачном рынке. Джордж женился на знатной девушке по имени Элизабет. Ее отец, капитан Николя Мартиан, был французским инженером и владел гигантскими земляными угодьями. И вот в этом
преуспевающем колониальном союзе на свет появляется, а ну-ка угадайте кто? Девочка. Папа-иммигрант назвал дочку в честь своей английской матушки Милдред Рид. А дальше американская ветка разворачивается с поразительной точностью. Милдред Рид подрастает, выходит замуж за одного из самых богатых плантаторов Вирджинии, полковника Уорнера. В их роскошном поместье рождается дочка, которую, чтоб никто окончательно не запутался, называют снова Милдред Уорнер. И вот представьте себе картину. На дворе конец 17 века, колония Вирджиния. Наша юная наследница Милдред Уорнер сидит в роскошном поместье своего отца и скучает у окна. Девушка она не просто богатая, а баснословно богатая. Земли, слуги, влияние, да еще и скрытые гены французских, шотландских королей в придачу. Сидеть в девках до конца дней, в общем-то, не вариант. Но за кого выходить замуж в этих вирджинских лесах, чтобы партия была прям достойная-предостойная? А по соседству в это же самое время обустраивалась одна крайне интересная семья. Но прежде чем знакомить вас с этими загадочными соседями, давайте ненадолго перенесемся назад во времени, в старую добрую Англию. Потому что эти люди вовсе не были какими-то беглыми бродягами, простыми фермерами или безродными авантюристами. Это был старинный, невероятно уважаемый род поместного дворянства, тех самых английских джентри, у которых за плечами звенели рыцарские турниры, а в жилах текла кровь королей Плантагенетах. Ну и в родственниках, конечно же, ходили знаменитые Спенсеры, да-да, те самые Спенсеры, которые спустя века подарят миру легендарную принцессу Диану. Свой главный золотой куш эта семья сорвала в эпоху Тюдоров на овечьей шерсти. В те времена английская шерсть ценилась ровно так же, как сегодня нефть или газ. На ней строились целые финансовые империи. Разбогатев на шерстяном бизнесе до неприличия, глава семейства пошел прямиком к королю Генриху VIII, выкупил у него лакомый кусок бывших монастырских земель и отгрохал роскошнейшее родовое поместье. Дела шли блестяще. Семья дружила с первыми красавцами королевства, породнилась с семьей всесильного герцога Бекингема и заседала на лучших пирах. Но в 17 веке над их головами грянул настоящий гром. Семья была ярыми, непоколебимыми роялистами. Они всей душой стояли за своего короля Карла I, того самого венценосного внука шотландской королевы Марии Стюарт. И эта верность их буквально похоронила. В Англии вспыхнула гражданская война. К власти пришли суровые пуритане во главе с Оливером Кромвелем. А несчастному королю Карлу на глазах у всей изумленной толпы прямо на плахе отрубили голову. Для наших аристократов наступили черные дни. Победившие мятежники отобрали у них доходы, вышвырнули главу семьи из богатого прихода и оставили некогда блестящий род буквально без гроша в кармане. И вот, старший сын этой разорившейся дворянской семьи, молодой джентльмен по имени Джон, понимает, в Англии ловить больше нечего. Парень не стал предаваться аристократическому унынию. Он нанимается помощником капитана на торговое судно и плывет за океан в надежде сколотить капитал на вирджинском табаке. А дальше в его судьбу вмешивается его величество случай. У берегов Нового Света в 1656 году корабль Джона садится на мель прямо посреди реки Потамак. Сойдя на берег, пока чинили посудину, наш благородный Джон осмотрелся, познакомился с местными богачами, влюбился в дочку крупного плантатора, женился на ней и решил, больше никуда он не плывет. Бывший моряк быстро развернулся, построил шикарное поместье, скупил 1000 акров земли и стал влиятельным полковником. В благородном семействе, понятное дело, один за другим рождались дети. Но из всей этой шумной компании нас с вами интересует только один старший сын, которого отец нарек красивым старинным именем Лоуренс. Лоуренс рос не просто парнем соседней улицы. Юноша получил блестящее юридическое образование, со временем стал майором, уважаемым судьей, заседал в колониальном парламенте и, само собой, ходил в статусе самого завидного жениха всей округи.
И вот представьте себе эту картину. С одной стороны, вирджинских просторов живет баснословно богатая семья, в которой подрастает наша юная Милдред Уорнер, та самая наследница тайных генов киевских князей, французских монархов и шотландских королей. А буквально по соседству цветет другое знатное поместье, где скучает в ожидании достойной партии наш безупречный майор Лоуренс. Ну вы же понимаете, законы жанра и сама судьба не оставили им ни единого шанса разминуться. Соседи просто были обязаны познакомиться. Так юная Милдред и встретила Лоуренса. Ой, простите великодушно, как же неловко и невежливо с нашей стороны получилось. Мы столько времени расхваливаем вам этого замечательного джентльмена, а представить его честь по чести забыли. Фамилию-то до сих пор так и не назвали. Исправляем эту вопиющую оплошность. Фамилия у Лоуренса была простая и на первый взгляд совершенно обычная. Вашингтон. Да-да, майор Лоуренс Вашингтон. И вот наш Лоуренс, потомок английских рыцарей, плантагенетов и верных королю беглецов-роялистов, ведет под венец очаровательнейшую соседку Милдред Уорнер, девушку, в чьих жилах кровь великого киевского князя Ярослава Мудрого, королевы Франции Анны Ярославны и шотландских королей Брюсов и Стюартов. В этом образцовом союзе рождается сын Огастин Вашингтон. Огастин вырастает, берет в жены красавицу Мэри Болл, и морозным утром 22 февраля 1732 года в поместье Попс-Крик раздается звонкий крик новорожденного младенца. Мальчика назвали, как вы уже прекрасно поняли, Джорджем. Чем же так знаменит этот Джордж? Все просто. Давайте объясню на пальцах, без занудства и заумных дат. В те времена никакой самостоятельной Америки на карте мира вообще не существовало. Было 13 английских колоний на побережье, которыми из далекого Лондона командовал британский король. Корона постоянно требовала денег и задирала дикие налоги буквально на все – на чай, сахар, стекло и даже бумагу. А право голоса колонистам вообще не давало. Люди терпели, а потом возмутились. А с какой стати мы должны оплачивать королевские капризы? И решили объявить о независимости. Вот только воевать против самой мощной империи мира было неким. У колонистов не было нормальной армии, лишь толпа оборванных фермеров и ополченцев, у которых зачастую не хватало даже сапог и пороха. И тогда во главе этого безнадежного дела и встал наш 2-метровый вирджинский плантатор Джордж Вашингтон. Он проявил фантастическое упрямство, годами мерз солдатами в землянках. Терпел поражение, отступал, хитрил, объединился с французами и в итоге на голову разбил британские королевские полки, заставив Англию признать независимость новой страны. После победы генералы буквально умоляли его: «Джордж, возьми власть, надень корону, будь нашим королем». И тут Вашингтон совершает поступок, от которого у европейских монархов отвисла челюсть. Он наотрез отказался от короны, сложил военные полномочия и просто уехал домой сажать табак. Правда, на пенсии ему посидеть не дали. Соратники снова вытащили его из поместья, посадили писать правила жизни для нового государства, первую конституцию США, и единогласно избрали его самым первым президентом Америки. А дальше главная историческая ирония. Именно Джордж Вашингтон выбрал болотистое место для новой столицы, которую, собственно, и назвали в его честь, и утвердил чертежи роскошного особняка для президентов. Но сам в Белом доме так ни единого дня и не пожил. Стройка затянулась на 10 лет, и дворец закончили уже после того, как Вашингтон ушел в отставку. Зато его суровый профиль навсегда поселился на самой популярной купюре планеты – на 1-долларовой купюре. Вот так кровь киевской княжны Анны Ярославны сквозь века, рыцарские турниры, революции и штормящий океан создала первое лицо Соединенных Штатов Америки. И тут, конечно, возникает закономерный вопрос: а что же стало с потомками Джорджа Вашингтона? Живы ли они сегодня и носит ли кто-то эту удивительную кровь? Прямо сейчас. И здесь нас ждет, пожалуй, самый трогательный и неожиданный поворот во всей этой истории. У Джорджа Вашингтона не было собственных биологических детей.
Он всем сердцем полюбил очаровательную молодую вдову Марту Кастис, женился на ней и с бесконечной отцовской нежностью, заботой и любовью вырастил ее детей и внуков от первого брака как своих родных. В Америке по этому поводу даже есть очень красивая поэтическая фраза. Судьба не подарила Джорджу собственных детей, чтобы он мог стать отцом для целой нации. Но королевские гены Анны Ярославны и древних рыцарей никуда не исчезли. Ведь у Джорджа были родные братья и любимая сестра Бетти, в чьих жилах текла абсолютно та же самая кровь. Они выросли, создали большие семьи и оставили после себя огромное процветающее потомство. Сегодня в мире насчитывается более 8 тысяч официально подтвержденных потомков братьев и сестры Джорджа Вашингтона. Они живут по всей Америке, от солнечной Калифорнии до Нью-Йорка. Работают врачами, архитекторами, юристами, пилотами гражданской авиации и преподавателями в университетах. Они ходят на работу в обычных джинсах, пьют утренний кофе и часто даже не задумываются, что в их ДНК зашифрована тысячелетняя история европейских престолов. Друзья мои, но если вы думаете, что на одном только Джордже Вашингтоне все заканчивается, а кровь Ярослава Мудрого осела исключительно на $1 купюрах, вы сильно ошибаетесь. Приготовьтесь слушать и удивляться, потому что я назову вам имена, в жилах которых со 100% гарантией и по всем архивным документам течет та же самая кровь. Итак, Барак Обама. Да-да, представьте себе, 44-й президент США. Брэд Питт и Анджелина Джоли. Да-да, оба сразу. Всенародный любимец Том Хэнкс. Несравненная Брук Шилдс. И даже главная поп-икона современности – Тейлор Свифт. Ну и Джонни Депп тоже. Вот такой поразительный парадокс истории. И если вы хотите, чтобы по какому-то конкретному из этого списка мы провели отдельное расследование и разложили всю генеалогическую цепочку по полочкам, обязательно пишите прямо сейчас в комментариях, чью ветку разобрать следующей. Хотя я уж прямо вижу, как многие из вас тянутся написать про Анджелину Джоли. И знаете что? Даже если вы не будете настаивать, мы обязательно снимем про нее отдельный выпуск. Честно признаюсь, я и сама эту историю с ее французскими королями и киевскими князьями просто так не отпущу. Мы к ней еще обязательно вернемся. Ну а прямо сейчас мы вовсе не прощаемся, а идем дальше. Оставляем за спиной Америку и отправляемся на залитый солнцем Лазурный берег, навстречу роскошному княжеству Монако.